Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня на моем канале вы увидите видео из двух частей о создании этого замечательного браслета с бусинами и бисером в технике фриволите. Для работы нам понадобится иголка с узким ушком, крючок, ножницы, нитевдеватель, замочек-карабин, 2 колечка и несколько сантиметров цепочки, а также плоскогубцы, чтобы их прикрепить, 12 бисеринок и 2 бусины. Также нам понадобится тонкий крючок, который проходит через бусины, и 2 булавочки. И, конечно же, пряжа. Первое, что нужно сделать, это нанизать 4 бисеринки на нитку. Для первого кольца браслета набираем 6 узлов, пико, 3 узла, пико, 3 узла. Я буду делать маленькие пико, расстояние между узлами около 4 мм. Если вы еще не знаете, как выполнить узел фриволите, пико, кольцо или дугу, и мои движения вам кажутся быстрыми и непонятными, перейдите по ссылке в правом верхнем углу на подробный урок по основным элементам, а затем обязательно возвращайтесь к этому мастер-классу. Закрываем цепочку в кольцо и делаем фиксирующий узелок. Следующее кольцо нужно сделать с той стороны, где мы выполнили последние 3 узла, а перед ними пико. Набираем 3 узла. Выполняем соединительную петлю. Далее делаем 6 двоек узлов, разделенных между собой пико. Помните, что после соединительной петли нужно выполнить вторую половину узла. Завершаем цепочку 3 узлами. Закрываем цепочку в кольцо и делаем фиксирующий узелок. Далее делаем кольцо симметричное первому. Набираем 3 узла. Выполняем соединительную петлю.
Делаем еще 3 узла, пико, 6 узлов. Теперь выполним дугу. Делаем 8 узлов. Берем бусину и при помощи тонкого крючка вытягиваем через бусину рабочую нить. Если у вас нет такого тонкого крючка, то можно использовать нити-вдеватель. Образовавшуюся под бисеринкой петельку закрепляем при помощи булавки и подтягиваем бусину вплотную к узелкам. Набираем еще 4 узла. Протягиваем иголку через все узелки. Слегка затягиваем дугу, чтобы получился небольшой изгиб, и делаем фиксирующий узелок. Теперь выполним кольцо. Набираем 6 узлов. Вытягиваем соединительную петельку через пико предыдущего кольца и набираем еще 6 узлов. Снова делаем дугу. Набираем 5 узлов. Подтягиваем бисеринку к узелкам и делаем еще 5 узлов.
Выполняем точно такое же кольцо, как и предыдущее, и присоединяем его к пико среднего кольца. Повторяем дугу. 5 узлов, бисеринка, 5 узлов. Снова повторяем кольцо и присоединяем его к пико среднего кольца. Делаем еще одну дугу, только в этот раз с обычным пико без бисеринки. Повторяем кольцо. Теперь симметрично выполняем все элементы.
Присоединяем последнюю дугу к основанию первого кольца. Отрезаем нитки. Делаем 2 узелка. Прячем концы при помощи нити вдевателя. Аккуратно отрезаем лишние кончики. Первый этап завершен. Спасибо за просмотр. Жду вас во второй части.